Всем привет, с вами Андрей, продолжаем Патос, NetHack код. Итак, мы остановились на, сколько я помню, на этаже, наверное, на 8-м, на 7-м, сейчас посмотрим точно. Сейчас точно посмотрим. Телепортация перемещает вашего персонажа по текущему уровню подземелья. Ну это да, особенно контролируемые. Неконтролируемый уровень телепорта он вас может ввести. Куда вы? Так, мы на 9-м уровне в данный момент. И мы вот нашли лежащего человека. Ну, по сути, его продавать надо и идти. Лут с него, точнее. Что его тут съели немножко. Ну что, в принципе, наверное, возьмем его. Лут с него. Пускай будет. Так, питон. Что у нас по еде 500. Перекусим, пойдем. Нагружен. Да, кстати, вот эта непроклятая сумка, это этот... Я вам не сказал, это сумка хранения. Такая же, как и моя благословленная, только она в текущий момент не проклятая. Ну, благословленная сумка лучше, чем не проклятая, но все же мы ее используем как хранилище, поэтому она все равно. Так, стоп, я что-то не понял, у нас центра нету, получается, я правильно понял? А, стоп, у нас центра здесь нету. У нас нет центра здесь. Сейчас будем выкапывать, значит, центр. Да, у нас центра нет, значит, выкапываем центр. Ты кто такой? Ты кто? Гиперлинк. Не знаю, что это за существо. Но раз я про него ничего не знаю, значит, оно не сильно опасное. И не настолько уникальное, что прям ух. Удивительно. А мы раскопать не можем? Как так-то? Вы меня сейчас прямо удивили. Ладно, будем копать прямо, значит. Как говорится, земельные работы в дело пошли. Ну, должна быть в теории, я вам не знаю, помните, не помните, говорил, что должно быть всего 9 локаций. В данный момент их 8. У нас не хватает центра. А вот я вот, как говорится, иду к центру локации на Земле. Вот мы нашли центр. Ее, судя по всему, защищают, значит, она, скорее всего... Да, это этот... Локация очень опасная. Это эти... Если не ошибаюсь, локация называется тюрьма, которая вот здесь. Вот ее очень сильно охраняют. Нет, нам повезло, ее не охраняют. Ну давайте краешком глаза посмотрим на тюрьму. Да и то, мне кажется, она того не стоит. Ну давайте посмотрим в целом. Да, Форт Лудиос. Двери контейнера может быть замкнуты и содержать ловушки. Возможно. Форт Лудиос очень тяжелая локация. Здесь особенно, если вы не готовы. А мы, скорее всего, к ней не готовы. Если не ошибаюсь, тут где-то проход должен быть. Да, вот он.
И вот тут тонна мобов. Это огненная, насколько я знаю, это просветленные мы теперь на 700 опыта. Благо тут преимущество у нас в том, что... ну вот кроме обезьяны. Обезьяна руки имеются, как и у тролля, кстати. Косиновая змея, но она не критически. Зеленый дракон это этот, как он называется, ядовитый должен быть. В принципе, для нас он не особо страшен. Черная вот эта кошка, это вроде пантера. Да, то есть она, в принципе, тоже не особо страшная. Пантеру можно съесть сразу. Тут, наверное, самое опасное это этот мартышка. Звезда вот эта, которая надо рядом с мартышкой. И этот, получается, веревочный человек. Вот один из самых. Ну и тролль, собственно. Потому что он дистанционный. Плюс у него есть руки. Все мобы опасны, у которых есть руки. Мы получили 10 уровень. Мы убили только что зеленого дракончика. Очень важно, чтобы нам в случае необходимости не блокировали выход. Потому что если нам заблокируют выход, мы можем отсюда просто не выйти. И остаться здесь. И телепортация, может быть, даже и работает. Я ни разу не пробовал. Так. Телепортация, может, даже и работает. Но я ей не пользуюсь обычно. Нам дали банку. Зелье лечения называется. Пока неизвестно, какой она у нас проклятости. Соответственно, неизвестно. Веревочный человек идет. Точнее, веревочный голем его зовут. Но я его скромно обзываю. Он у нас рубящий хватание. У него хватание. То есть, получается, от него поможет этот талант скользкий. У нас две эти. Так. Две звезды. Очень опасно. Тут получается вот это вот ослезнение вроде как дает. То есть это болезнь. А вот это вот она разрушает железо, медь, ценности. То есть их надо только дистанционно бить. Причем от слова совсем. И они без шансов. Ослезнение можно было бы и снять, наверное. Но вот разрушение ценности это такое обидное. То есть ты, по сути, можешь любой предмет потерять, который игра посчитает случайно на тебе одетым. Ну, вот это динго, если не ошибаюсь. Нет, большая собака просто. Щенок нам не нужен, потому что слишком маленький. Для высокого уровня он прям бесполезен максимально. Мартышка, она очень опасна из-за того, что у нее руки есть. Вот она нас схватила. Нам из-за этого наносится дополнительный урон. Из-за того, что она просто схватила. То есть она, по сути, ничего не сделала. Чисто схватила, мы уже не вывозим.
Ой, блин, я забыл. Ну, извини. У нас вон там еще одна крыса. Если мы при ней будем есть, то она, скорее всего, обидится и на нас нашлет своих крысят. Поэтому крыс пока, наверное, стоит повременить с едой. Вот опять же, вот зараза, а. Шагай отсюда, крыса. Нам и так нечего будет есть такими темпами. Давай, давай, шагай. Вот это совиный медведь, насколько я помню. Да. Очень опасное тоже существо, очень сильно бьет достаточно. У него, как видите, есть лапы. Но видите, нам не везет, люди на нас не агрятся. То есть они считают ненужным на нас агриться. Ну, в принципе, даже лучше. Мы восстановим хп себе тогда. Форт очень опасен тем, что тут очень много высокоуровневых мобов, которые нам могут просто вставить люлей. От слова совсем. Поэтому форт лучше максимально аккуратно проползать. Можно, наверное, постоять вот тут, восстановиться. Вот опять же, видите, тут можно было попробовать их убить, но опять же, вот это вот туманное облако, оно нам может... Ой, блин. Кажется, я зря это сделал. Ой, блин, точно зря. Еще и лошадь появилась. Ну, фиг с ним, ладно. Но все равно нужно будет когда-нибудь открывать это. Поэтому вариантов у нас особо нет. Из тех, кого я вижу, тут для нас самое опасное это конь. Вот этот боевой. У него скорость 7,5. Надо их сокращать численность, желательно по максимуму. Как я и говорил раньше, стоит... В принципе, ослизнение для нас не особо страшное, но вот это металлическое, это, конечно, полное. То есть серая слизь, это, я не знаю, вот эта вот звезда, которая... Ну да, она называется серая слизь. Очень опасно, ее не стоит есть. И пытаться атаковать даже. Но опять же, нам мешают стрелять. То есть мы могли бы покидать нее, но опять же, мы сейчас нападем на эту. Видите, то есть она нам мешает. Так бы все ничего, но видите, нам не дают кидать. Так нас сейчас просто каким-нибудь ослизнением еще заразят, и мы будем постоянно этих слизней призывать. О. Да, он бьет кислотой, и нас заразили ослизнением. О чем я и говорил. Ослизнение, он будет призывать вот эту зеленую слизь постоянно. То есть мы, скорее всего, без таланта кислоты мы просто ни хрена толком сделать не сможем. А чтобы защититься от этого ослизнения, можно было попробовать найти этот талант жизнестойкость. Либо сейчас мы сходим к этому.
Палочка лечения. Главное, чтобы очень сильные мобы не зареспаунились. Они могут зареспауниться, и нам прям откровенный трындец будет. Но опять же, уровень не слишком низкий, чтобы они зареспаунились. Поэтому вот опять же. Помните, я говорил, что это ослизнение нам постоянно будет мешать. Вот оно. Поэтому вот такие вот ослизнения, они очень опасны. Стоит их сразу снимать идти. Они нас, скорее всего, убьют, если мы ничего не сделаем. Так, у нас получается... Нам надо на 3-й аж уровень. Ух ты, ёшкин кол. Ну а куда деваться? Побежали на 3-й уровень. Вот опять же эта слизь. Ну, как я говорил ранее, ослизнение очень опасная болезнь. Причем опасно это в кубе сказано. То есть похожий моб, красная блоха. Она просто трындец. Но опять же, вот этого слизнения обойти можно еще. То есть она бьет кислотой. То есть в теории, если у вас есть там, например, защита от кислоты, то вы можете со спокойной душой ее убить. И не заморачиваться. Она, по сути, бьет кислотой. То есть если вы защититесь от кислоты, то у вас проблем не будет возникать вообще. Но мы выложили кислоту всю. У нас была защита от кислоты. У нас есть, точнее, она. Но у нас она на нашем уровне, на нижнем. Поэтому в этом вопросе нам не повезло немножко. Опять же, убираем, пытаемся пройти. Вот о чем я и говорил. Нас слизь просто будет задалбливать. Только потому, что у нас нет защиты от кислоты. Нам достаточно больно сейчас будет. Так, нам нужно полечиться, я думаю. По-другому у нас не получится это сделать. Вот опять же веревочный человек. Крайне опасное существо. Опять же, это вот эта ловушка призыва, восклицательный знак. Если вы не готовы, лучше на нее не нажимать. Лемур дают сопротивление ко сну. Если оставляют за собой трупики, которые можно съесть потом. Но опять же, если, ключевое слово «если». Мы просто бежим снимать это ослизнение. Потому что, скажем честно, такие вот болезни — это крайне опасная штука. От них лучше сразу избавляться. Потому что либо брать кислоту. Но опять же, если мы возьмем кислоту, мы снимем плащ невидимости. Мы по сути, как говорится, в мантии невидимки. Потому что у нас плащ невидимости в данный момент одет. Не проклятый. На +0. И мы, по сути, для них невидимые. Но опять же, нам нельзя стоять, потому что мы тогда, скорее всего, зареспауним эту слизь несчастную. Из-за нашей болезни ослизнения. Поэтому очень опасно. Поэтому сейчас бежим на 3-й уровень. Максимально быстро снимаем ее. Причем чем быстрее мы это сделаем, тем лучше.
Такие мобы присутствуют. Но опять же, я об этом, в принципе, говорил. Ну, а опять же, я не подумал, что ее надо дистанционно было снимать. То слизь. А я что-то, блин, не продумал этот момент. Ну, это один из новых мобов, которые раньше таких... Ну, вот опять же, вот видите, слизь опять появилась. Она дает 160 опыта, да, достаточно много. Но опять же, она бьет кислотой. То есть мы, в принципе, могли бы, наверное, с ней подраться. Но опять же, сопротивление кислоте нам нужно. И очень большое количество хитпоинтов, чтобы таких вот мобов выдерживать. Почему это очень опасно? Потому что вот она сейчас бьет кислотой, в принципе, в теории мы от нее защитимся. От кислоты сейчас можно даже попробовать. Это очень чем полезно эта болезнь, тем можно пофармить опыт. Но опять же, это стоит делать на безопасном уровне. И если у вас есть защита от кислоты, у нас она, в принципе, где-то валялась. Вот о чем проблема. Видите, что он сделал? Вы поняли, что произошло? Он его заразил болезнью ослизнения. Это слизень несчастный. Сейчас я хочу проверить одну вещь. Под названием «Плащ-невидимка снимается». А, это у нас оружие. Так, мерцание, непромокаемый. Вот это вроде, да? Ой, я не помню, честно говоря. Так, давайте извлечем, посмотрим. А, нет, тут нам нужен халатик. Халатик нам нужен. Берем халатик, переодеваем его. На плащ надо выложить, посмотрим. Это у нас что? Это у нас талант скользкий. Ну вот о чем я и говорил. Против конкретных мобов может подойти конкретный билд. Но опять же, самый лучший билд, конечно, с инвизом. Потому что они вас не видят. Соответственно, как объяснить? Уровень, на котором вы будете присутствовать, он не будет никак двигаться в плане... То есть вам будет более безопасно, что ли, продвигаться по нему. Только потому, что вы в невидимости. Те мобы, которые вас увидят, они, конечно же, вам ничего хорошего не дадут возможности сделать. Опять же, отражение нам очень сильно помогло, поэтому я думаю, его стоит оставить. Где оно там у нас? Сейчас посмотрим на слизнение, как это. Вот о чем я говорил. Мы переодели алхимический халат, и у нас теперь сопротивление кислоте есть плащем. То есть, по идее, нам этот талант ослизнения тоже только в плюс должен быть. Вот видите, то есть у нас урон 0 от него. Соответственно, нам все равно на эту слизь. Она нам, грубо говоря, ничего не сделает, только будет давать все больше и больше опыта. Но проблема в том, что мы не можем. Или можем, сейчас посмотрим. Окаменение, кислота, добавляет болезнь, яд. В принципе, мы можем даже слизь и поесть. Но мы и так заразились ослизнением, поэтому нам все равно. Болезнь на 3 секунды, она времянка, поэтому нам также все равно. Опять же, из-за того, что мы видим, и нас все видят на уровне мобы и двигаются в нашу сторону.
что крайне неприятно. Но опять же, у нас особо вариантов не завезли. Смотрим, что по амулету. У нас есть проклятый амулет отражения. Смешно. Проклятый вогнутый амулет какой-то непонятный. И два амулета неизвестных для нас. Я предлагаю все амулеты посмотреть. Проклятый амулет отражения снять, конечно же. Выложить его. Надо посмотреть, можно ли его съесть будет. Проклятый амулет отражения. Съесть можно, отлично. Съедим мы его в том случае, когда получим талант превращения. Когда мы его получим, тогда мы сможем элементарно, как говорится, отпинать мобов. Так, получается, амулет отражения убрать. Вот у нас два неизвестных амулета и один проклятый. Смотрим, что за амулет надеть. Это у нас амулет спасения жизни. Это самый их лучший талант, который есть в игре. Потому что он вам дает талант спасения жизни. А талант спасения жизни... Сейчас я покажу, где он. Вот он. Это вы, по сути, возрождаетесь после смерти с половиной здоровья за счет одного очка телосложения. То есть это, грубо говоря, то, что вы были превращены в другое существо, вас убили, и вам забрали всего лишь одно очко телосложения, которых у нас 14, и вы воскресли. То есть вам как бы дается второй шанс. Очень хороший амулет. А этот амулет у нас какой? Ну, это амулет бесполезности. То есть, я думаю, все понятно. Талант, конечно, мы с собой возьмем на случай, если будет откровенный трындец. Амулет бесполезности, он нам не актуален. Проклятый амулет мы также, скорее всего, не снимем. Хотя у нас 1000, мы, в принципе, можем попытаться. Угу. То есть вы видите, да? То есть нам не дали снять проклятие. Ну, в принципе, вот снятие проклятия подешевле немножко. Теперь смотрим, что это за вогнутый амулет. Это талант нарколепсии. Талант нарколепсии очень опасный. Она так называемый безмятежный сон. По сути, это проклятый амулет, и он бесполезен. Из-за таланта нарколепсии вы постоянно будете хотеть спать. Ну, скажем так, амулет бесполезен. Как и амулет бесполезности, они примерно на одном уровне. Поэтому как-то так. А вон там, кстати, еще один проклятый амулет есть. Ну он отражение. То есть мы уже... С отражением я говорил. Отражение стоит брать с собой в надеванном виде, как говорится, нас периодически спасет. А талант спасения жизни, оно вас постоянно спасет от любой, как говорится, неудачной ловушки, оно вас спасет. Поэтому рекомендую использовать максимально. Ладно, нас ослизнение, в принципе, не пробивает. У нас единственная кислота, сколько там у нас процентное соотношение. У нас, кстати, два скелетных ключа осталось, благословленных. У нас было 4. У нас 30 кислота без плаща. С плащом у нас, соответственно, больше. Вот видите, он нас не бьет от слова совсем. Была бы у нас сопротивление кислоте, нам бы эта слизь, как волку жилетка была бы.
Вот опять же, сюда идет лампочка, которая любит постоянно его себя включать. В принципе, он для нас не критичен, но он при взрыве, кстати говоря, тут еще некоторые мобы есть, то он исчез, по сути. Это этот крыса-оборотень, да. То есть, по сути, не самый сильный персонаж, но он очень сильно мозги делающий. Мы нашли лестницу. Можно, кстати, попробовать, будет нас попозже прозвонить уровни на предмет мобов, которые со спины ходят. Вот тут какая-то еще крыса ходит. Но опять же, если нам повезет. Опять же. Если нам в этом вопросе повезет. Это пещеры. Пещеры чем хороши, если я не ошибаюсь, там можно зайти, забрать предмет. Опять же, мы ничего не видим. Замечательно. Судя по звуку, нам нужно включать инвиз. Да. Это была ловушка водная. Резервный паёк забираем. Сундук открыть, посмотреть, забрать. Так, в принципе, слизь нам не актуально. Водную ловушку обезвредить. Консервы забираем. Зелье тоже забираем. А слизнение очень тяжело тем, что пока вы сопротивление к кислоте не получили, оно вам постоянно будет мешать. Да и не только оно, скажем так, вас может в самый неподходящий момент застать. Вот опять же лампочка пришла. Защита от лампочки вот только одна. Он, по сути, самоуничтожится. Что очень полезно. Так, сейчас выйдем. На этом, пожалуй, закончим. Поиск используется для нахождения ловушек и секретных дверей. Да, это хорошая вещь, поиск рекомендую использовать максимально. Одним словом, болезнь слизнения, она опасная, но для нас, учитывая то, что для нас не особо критично. Ладно, с вами был Андрей, всем спасибо. Всем пока-пока.